Представители знака зодиака Телец. Здравствуйте, мои дорогие тельцы. Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, ближайшие события. Таро на неделю с 10 по 16 марта. Давайте узнаем события ближайших дней или ближайшего будущего и с чем это будет связано. Вначале мы с вами выполним расклад на цыганском пасьянсе старинный. Он у меня очень много лет. А потом дополним значение картами Таро. Конечно, останемся реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. И для вас, мои дорогие тельцы, где-то время всего марта и апреля. Такое очень важное, как емкое время для принятия важных решений. Или когда вы словно видите реальность под другим ракурсом. Когда тоже некоторые метаморфозы в вашей собственной душе могут быть. Потому что вы готовили себя к другому, ожидали чего-то другого. Поэтому где-то быть готовым к неожиданностям стоит. Вот к этому я все веду. Давайте посмотрим, что же нам расскажут карты. Тут ведь может быть такая ситуация, когда вы уже махнули на что-то рукой, а это может вернуться в вашу жизнь. К примеру, да, такая метаморфоза. Или наоборот, кому-то вы доверяли, а здесь вы окончательно понимаете, да нет, не ту политику и тактику я избрал или избрала. Нужно доверять самому себе или самой себе. И это правда, вот все то, что я сказала. У вас выпадает маска. Эту маску, откровенно говоря, где-то и вам предлагают карты пасьянса примерить на себя. Потому что люди, словно играют. Или может создаться у вас такое впечатление. И пока вы проясните, или сама по себе прояснится та или иная ситуация, мы можем прояснить то, что касается нас самих, верно? А вот то, что с обстоятельствами связано, или с какими-то внешними событиями, ни разу мы тут не можем что-то ускорить или наоборот замедлить. Тут идет все своим чередом. И может быть вот то, что развивается помимо вашей воли, независимо от ваших желаний. Вам еще пока неизвестно, каким образом применить к себе. Поэтому лояльность вроде как нужно сохранять. Может быть, и сохранять терпение. Может быть, уже в душе у вас где-то закипает от этого слова терпение. Но, тем не менее, маска выпадает. И если мы иногда одеваем эти самые маски, скорее всего, вы себе поможете. Может быть, даже терпение, да, проявив с определенным человеком, вы ему дадите возможность тем самым раскрыться более полно. И вот тогда вы сможете сделать правильный вывод. Вот или выбор. Так ведь тоже бывает. Здесь и люди не совсем честны. Может быть, это еще связано с людьми, которые сами не могут определиться или сами не знают, чего хотят. А вы где-то с ними имеете контакты, или есть определенные общие интересы, или есть договоренности. И здесь вы понимаете, с одной стороны, вариантов у меня немного, был вот этот один вариант, но как-то человек не очень надежен. Вот такое может быть, потому что, опять же, маска, ни о какой надежности мы пока говорить, увы, не можем. И, может быть, вполне вероятно, это и есть как основание ваших сомнений. Вот этот череп, который выпадает, я должна сказать, это не есть какая-то конкретика. Все то, что я сказала по маске, мы пока не можем видеть рационально, что же будет происходить, может быть, через пару дней. Или как откликнется человек, разовьется то или иное событие, дело. Или пусть это по работе, как это будет воспринято. Или то, что вам было обещано, будет ли это выполнено. Вот тут тысяча, может быть, таких разных сомнений. Поэтому где-то и неуверенность, она присутствует в вашей жизни. Но это не должно перерасти в какое-то самокопание, мои дорогие. Потому что реальность, она все равно другая. Мы искаженно немножко видим мир, события. Поэтому не делайте скорых или скоропалительных выводов на этой неделе, это точно. Позвольте, мои дорогие тельцы, развиваться событиям вот так, как оно идет. Просто наблюдайте. Где-то надеваю маску, повторяюсь. Я действительно так вижу с учетом того, что совпало. Хорошо, давайте будем смотреть, что нам еще совпадет для вашего знака зодиака. Тем не менее, может быть, кто-то определяется по части союза с вами. Кольцо, прочный союз. И у кого-то это проиграется через личную жизнь, а у кого-то партнерство.
кому я могу доверять. Может быть, ваше личное дело. По работе, опять же, по вашим достижениям, по получению денег. Но есть какая-то реальность. Давайте смотрим дальше. И тем не менее, вот смотрите, у вас выпадает, есть сомнения. И дальше венок и кольцо. Иногда венок и кольцо – это брачный союз. То есть личная жизнь на первом плане. Или конкретный человек, с которыми, правда, были уже прежние договоренности. Иногда это те отношения, которые шаг за шагом ведут к оформлению, опять же, отношений или к бракосочетанию. Иногда такое бывает. И поэтому у кого-то из вас могут быть сомнения, как уже в партнере сегодняшнем или с теми партнерами, пусть отношения не оформлены. Здесь тоже что-то ни шатка, ни валка. Но тем не менее, раз выпадают вот эти два значения, вы можете думать, что, ну, меня обманывают, например, и человек на этой неделе будет активно присутствовать в вашей жизни. Его присутствие явно будет, но вы можете изменить как отношение к человеку, так и вообще что-то передумать. Поэтому пока не торопите события и не выносите вердиктов, снова повторяю. Идем дальше, смотрим, что еще у вас совпадает. Получение денег. Деньги есть, деньги будут. Может быть, это какая-то финансовая ваша стратегия, тактика. Но где-то карты говорят. И планетарно также, мои дорогие. Тельцы, у меня есть на моем сайте «Преломление реальности» статья, она как раз по ретроградной Венере у нас со 2 марта и по 13 апреля. Венера – это ваш планета-управитель, и тут особое внимание к финансам. И поэтому даже если мы говорим не на этой неделе получаются деньги, или вы получаете, да, но здесь могут быть какие-то финансовые вопросы, финансовые соглашения или информация по финансовым бумагам. Но для вас вы должны, понимаете, словно сохранить, укрепить, а потом приумножить. Поэтому по части финансов никак себе нельзя навредить. Финансы в центре вашего внимания. Я бы сказала даже дважды, потому что еще идут перемены. А для кого-то из вас все взаимосвязано. Обратите внимание, когда часы выпадают, это добрые перемены. У вас это денежный эквивалент, что само по себе очень приятно. Поэтому, ну, где-то самодостаточность, она будет присутствовать в вашей жизни на этой неделе. Но это еще и ваши близкие, ваши домочадцы. Место вашего пребывания у вас выпадает подкова. Вы как можете планировать, где я буду жить. Вы можете и обустраивать рабочее место на дому, если вы работаете на дому, или буквально улучшать ваши жилищные условия, делая ремонт. У кого-то банально так может проиграться, делая жилье более комфортным. Ну вот любые, наверное, согласования, когда выпадает подкова, мы занимаемся тем, что нам приносит радость. Значит, радость все-таки будет. Но есть и момент недоверия с самого начала, по крайней мере, на начало этой недели эти энергии могут присутствовать. И я искренне надеюсь и желаю вам, мои дорогие тельцы, чтобы шаг за шагом вот как-то нивелировались вот эти сомнения или меньше было неопределенности в вашей жизни. Но помните, мы сами себя должны в первую очередь сохранять. И для вас это будет дважды актуально. Но тем не менее, есть тот человек, который за вас переживает. У вас выпадает ангел. Ну, как ангелы присматривают за вами, как высшие силы, как добрый знак какой-то, который вы не должны пропустить. А мы ведь часто на полном ходу проносимся словно мимо, или мы хотим что-то организовать, создать, но сделать по-своему, а тем не менее, знаете, обстоятельства нам диктуют совершенно другое, диктуют какую-то новую реальность, и мы даже ее не хотим принимать, мы даже часто не хотим об этом думать. А нам все же с вами довелось проживать в эпоху перемен. И сейчас Уран, планета, которую часто с революционными событиями какими-то связаны. Что я имею в виду революционными? Изменения. Это то, что как меняется порядок. Какой-то жизненный уклад, может быть, ваш меняется. И то, что было прежде, оно должно быть и будет пересмотрено. Хотим мы этого или нет. Поэтому, может быть,
Несмотря на добрые энергии, пусть это не все на 100% доброе или так складывается, как вы хотите, но возможности для вас есть. Поэтому не нужно, как я уже говорила, сеанс глубокой философии на мелком месте, но точно так же, посмотрите, у вас еще выпадают цепи. Это как сердечная тяжесть. Это все имеет одну природу, как череп, так и сердечная тяжесть. Это внутреннее состояние души. А между тем, добрые ведь значения вам выпадают. И при этой сердечной тяжести выпадает ангел. Есть тот человек, который вам как раз может помочь. Или как высшие силы вам помогают. Потому что, вот смотрите, с одной стороны у нас тут выпадает и сердечная тяжесть, а с другой стороны Луна, месяц. Опять же, неопределенности. Ну, наверное, не все неопределенности у вас с точкой разрешаться на этой неделе. Примите реальность, но сами по себе, какие бы ни были события, известия, перемены, что вы услышите или как проявятся люди, позвольте людям проявляться так, как они хотят. Правильно или перепроверяйте информацию, которую слышите, или перепроверяйте перед тем, как вынести вердикт, на что-то согласиться. К примеру, по части финансов, одолжить кому-то деньги, или вложиться во что-то, или сделать, ну, как какое-то создать соглашение, заключить важный документ. Вам нужно все время думать, анализировать, мои дорогие. И это не есть самокопание, это не есть какие-то эмоции ни разу. Будьте рациональны, и тогда меньше будет вот этих сомнений. Это точно. Смотрю, что у вас еще совпало. Для вас может показаться очень непростое время. Но у вас уже где-то уран, я могу смело сказать, нарепетировал, поэтому, знаете, все, наверное, плохое, то, что было, оно уже было. И уже хуже не будет, это точно. Я понимаю, у каждого свои какие-то задачи, но у вас идет глобальная смена энергетики. И это будет происходить буквально в марте, шаг за шагом. Вы будете себя самого или саму где-то перестраивать, потому что новые реалии открываются. И прежде, может быть, ну, какой-то путь вам необходимо было пройти сложный, потому что если бы то, что будет происходить в марте и в апреле, было переложено на ваше прежнее состояние души или какой-то прошлый период жизни, то, скорее всего, вы бы там резко бы от чего-то отказались или не стали бы даже рассматривать какие-то новые варианты. А вот это непростое время вас подводило к тому, что вам придется принять какую-то новую конфигурацию перемен. Себя словно переформатировать на новый лад, мои дорогие тельцы. И это сделать совершенно необходимо, потому что такова дорога к счастью. И вот пока я тут с вами говорю, я смотрю, что у вас еще совпало, потому что мы можем также соединить то, что в значениях крайних рядов карт, ну, я вот не вижу. Единственный момент, это называется листва или дерево, это ожидание, поэтому есть какое-то ожидание. Но самое главное понимать, что это для меня, пустые надежды и трата времени, или это реальность какая-то, которую я не могу изменить. Поэтому как пустое ожидание вы можете делать выводы в течение марта месяца. Нужно ли мне кого-то ждать, к примеру, того, кто не придет? Или нужно ли мне вообще, в принципе, ожидать от человека, неважно кем он, будет для вас. Либо это просто контакты, какой-то ключевой партнер, а может быть это кто-то из близких. Нужно ли мне еще ожидать, что в мой адрес сработают какие-то положительные энергии? Или у кого-то откроется совесть, наконец, проснется, да? Нужно ли мне этого ожидать? Или для меня сейчас наиболее важно сохранять себя, самого или саму, и собственные планы? Но, опять же, быть гибче придется. Идем дальше. Что нам подскажут карты Таро? И первая карта – неожиданность. Неожиданные события, которые могут быть на этой неделе. Вторую карту я прям вот специально хочу достать. Назовем ее «Добрые события» или «Что вас приятно удивит» или «Обрадует». И к чему все идет? По основным сферам жизни достанем две карты. Первая у нас будет называться «Сфера ваших достижений», «Сфера работы и денег». И вторая карта – «Личная жизнь, любовь, взаимоотношения».
Итак, что же за неожиданности могут быть? Мы смотрим карты только в прямом значении. Может быть, это у меня, ну, не знаю, каким образом обычно складываю так, чтобы выпадали только прямые значения. Ну, неважно. Ну, тут сама по себе карта харизматичного лидера – это король жезлов, это от какого-то человека вы можете услышать новость. Или вам человек может донести свое важное решение. И вот неважно, кстати, как она перевернута, эта карта, или прямая выпадает. Объясню почему. Энергетика харизматичного лидера или идейного лидера. Да, вот само слово уже говорит, идея есть, а практики нет. Так вот, часто по этой карте проходят люди, которые нам что-то обещают. Или те люди, да, о которых мы хотим слышать, которые нам, ну, дают или предвосхищают какой-то новый вариант возможностей. Или нам что-то предлагают. Мы можем этим загореться. Нас может что-то заинтересовать. Нас может заинтересовать такой человек, который очень притягателен, словно магнетизмом обладает. И у кого-то через личную жизнь, а у кого-то это будет концепция работы и денег. Но нет практики. Этот человек, он способен давать команды, или он способен руководить, он как руководитель, или он может, ну, даже выносить какие-то вердикты, он может вдохновлять, не без этого, это правда. Но опять же, надейтесь сами на себя, потому что, что бы вам ни говорили, что бы вам ни предлагали, помните, эти люди не будут брать за вас ответственность, основная мысль. И поэтому, мои дорогие тельцы, предупрежден, вооружен. Какие-то контакты вам будут приятны, но сказать, мы можем от этого оттолкнуться. Или они базируются на каком-то более практичном фундаменте. Нет, ни разу. Сама идея по себе – это прекрасно, рассмотреть ее стоит, но просчитывать самому, рассчитывать на себя, опять же, самому. Потому что как команда она может поступить, а воплощать придется вам, мои дорогие. И где-то выкручиваться из сложных ситуаций, опять же, вам. Поэтому, какие бы ни были тут новости, события, предложения, информация, пропускайте через добрую порцию сомнения. Вы практики, и ваш знак зодиака именно этим силен. Поэтому, что бы ни происходило, перекладывайте на практику. Хорошо, что я буду делать, если что-то пойдет не так? Да, первый вопрос. Что я буду делать, если через пару дней этот человек или изменится информация, или человек поменяет свое мнение? Поэтому вот такие важные вопросы, они нас несколько сберегают. И тогда любая неожиданность, когда надеемся сами на себя, нам, как море по колено, буквально, нам нипочем. Ну, давайте узнаем, какие же добрые события, что вас приятно удивит, мои дорогие. Ну да, это у меня были перевернутые карты. Каким-то образом так. Добрые эмоции, между прочим, туз кубков, у кого-то признание в любви. Может быть, это было знакомство недавнее. И планетарно у вас тоже такое может быть. Это могут быть даже контакты, может быть, недавно, месяц-два тому назад. Вас могла судьба свести человеком, который, правда, харизматичный лидер, но будьте аккуратны. У кого-то из вас может, понятно, не у всех, но у кого-то может проигрываться страстная любовь. Сильное притяжение, физическое именно притяжение к человеку, когда с ним хочется быть рядом, когда хочется словно внимать и верить этому человеку. Здесь могут быть и новые предложения, могут быть признания в любви, могут быть даже построение планов, но будьте реалистами, чтобы не попасть в просак. Но если мы говорим, какие радости или что вас приятно удивит, действительно, здесь вас могут, к примеру, удивить ваши дети, здесь вас могут удивить ваши близкие, здесь могут удивить даже своей добротой люди. Вот есть такой момент. Не все однозначно. Вот этот ангел, он все-таки присутствует, поэтому где-то и об этом нам говорят, словно девочка изображена, ребенок, да, как новое начало. Или, может быть, это добрые вести, даже пусть это будет касаться сферы ваших достижений, но, опять же, добрые вести, через добрые эмоции, которые к вам приходят, позитивное настроение, и ангел как будто это благословляет. Но карта говорит о том, что это не есть что-то стабильное, а вот порадоваться в этот момент определенно стоит. Может быть, это
карта будет говорить о том, что тебе нужно, телец, с одной стороны, надеяться на самого себя, а с другой стороны, дать себе возможность отдохнуть или себя не загонять в какой-то угол. Ухвати вот все доброе, которое тебе приносит этот недельный период, вот этих добрых, позитивных новостей, энергии или какой-то активности даже в отношении вас. Но фундаментальных планов ты пока не строй. Будь реалистом, и для тебя это будет более прочная позиция. К чему все идет? Ну уж вот так вот. Получились перевернутыми картами. К чему все идет? Становление мага. Магами не рождаются, магами становятся. И это нужно было пройти какой-то очень долгий, сложный путь. Это все то, что я говорила до этой карты. Для того, чтобы этим магом стать. Через разочарование, через то, что мы понимаем, были желания одни, но часть из них разбилась о жесткую реальность. И это тоже есть становление мага. Он понимает, что не все однозначно, и поэтому он постоянно ищет методы. Ну, как методы взаимодействия с людьми, в первую очередь, потому что, хоть и называют это карта как манипулятора, а у вас выпадает карта маска, точнее значение, и маски одевать приходится, тем самым себя защищая, потому что не все однозначно. Вы пока еще не можете предугадать, как проявятся люди. Что-то, то, что развивалось со знаком минус, для вас может обернуться с плюсом, это правда. Но точно такая же метаморфоза может быть и наоборот. Поэтому энергии мага совершенно необходимы. Маг – это великий практик, мои дорогие. Хоть мы и думаем, маг, о, это волшебство. Ни разу. Он как раз себе не навредить. Призывает самого себя и сам на себя рассчитывает. И поэтому это очень сильная позиция. Вот такой путь мага вы сейчас проходите, мои дорогие тельцы. Ваши достижения, работа и деньги. Но это ваша карта, король земли. Хотя для кого-то это будут просто ваши контакты с близкими. И я должна сказать, планетарно отвечают как раз ваши близкие вам, ну, могут, по крайней мере, поддержкой или какой-то активностью в ваш адрес. А вы можете кому-то не доверять, если прежде была грустная история разочарований. Но, тем не менее, у вас все под контролем, мои дорогие. Я не могу сказать, что тут вот прямо какие-то изменения резкие происходят. Неделя не такой большой срок. Но это карта надежного человека. Это может олицетворять как вашего партнера по бизнесу или какие-то прежние договоренности, контракты, по крайней мере, в разрезе этой недели. Здесь это все будет соблюдено. Ну и, безусловно, тема денег для вас не на последнем месте. И все то, что я уже говорила по пасьянсу, эта карта подтверждает. Поэтому вы идете вперед. Вы строите свое где-то и личное будущее, но точно так же вы строите свою самодостаточность. Опять же, путь мага. Давайте посмотрим, что на личную жизнь. Для кого-то поездка, планируемая поездка или планируемый переезд. Но это еще и карта как сила желаний. Тут конкретно так прописано. И Виктория, победа. Это та победа или тот заслуженный успех, к которому вы идете. Это не совсем в разрезе этой недели. Это на последующий период. Возможно, это те события, которые будут даже происходить после, не обязательно в марте, в апреле, а может быть это уже где-то с заходом на май, июнь и, возможно, даже на вторую половину года. Потому что любой старший аркан, мы никогда не знаем, насколько долго он будет проигрываться. Но вы на пороге счастливых перемен, и ангелы за вами наблюдают. И вам, как будто карта говорит, личная жизнь твоя, телец, тоже будет меняться. Обратите внимание, вот ангел, который в этой повозке изображен, свободно раскинул руки, крылья, парит над землей. И для кого-то это будет как исполнение желаний или какая-то новая возможность. По этой карте у нас есть все шансы выйти победителем даже из самой сложной ситуации. И это выпадает на личную жизнь. И значит, какова на этой неделе не была бы ваша личная история? Я хочу свести только к одному знаменателю. Не делайте резких заявлений. Не делайте, мои дорогие тельцы, резких выводов. Еще все будет меняться. У вас очень положительные, но и серьезные карты. И правда,
Переформатирование вашей жизни происходит в зависимости от того, как себя ведут люди, как развиваются ваши контакты с ключевыми партнерами по работе, по бизнесу, по вашим достижениям, но точно так же и личная жизнь. Вы уже находитесь в самом эпицентре этих перемен, которые будут продолжаться. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.